США ужесточила санкции, и теперь импорт автомобилей из Японии в Россию прекращается. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить лайк. За это в конце с меня анекдот. Импорт автомобилей из Японии в Россию стал более сложным из-за очередного ужесточения санкций США, введенных накануне. В новый список адресных санкций включены банки ББР, Промсоцбанк и Принтеркомбанк, через которые ранее приходила значительная часть платежей за подержанные автомобили с правым рулем. Теперь для отправки SWIFT переводов в Японию фактически доступны только два банка – АТБ и Solid, сообщили представители одного из ведущих импортеров автомобилей из Японии. Однако у АТБ и Solid банка в России ограниченная сеть отделений, сосредоточенная преимущественно в крупных городах, что усложняет процесс оплаты заказанных автомобилей. Скорее всего, оставшиеся банки будут вынуждены повышать комиссии и вводить ограничения на количество переводов, что в перспективе может привести к полному прекращению таких операций. Трамп победил. Зимой Россию и мир может накрыть самая сильная волна перемен с 90-х. Новый президент США обещает ослабление санкций и мир во всем мире. Но все далеко не так однозначно. Сейчас важно следить за теми, кто не живет в розовых очках и основывается на фактах. Хороший пример – канал Мультипликатор. Еще в феврале его автор предсказывал победу Трампа, заранее предупреждал о бешеном росте ставки ЦБ и давал точные прогнозы по ситуации с рублем и долларом. А сейчас он подробно объясняет, что будет уже зимой со вкладами россиян, ценами на жилье, военным конфликтом и к чему нужно быть готовым в 2025 году. Подписывайтесь на канал Мультипликатор и будьте готовы к следующему году лучше, чем 90% людей вокруг. Ссылки в описании. Новые санкции последовали сразу после новостей про увеличение на 46% экспорта легковых автомобилей из Японии в Россию в прошлом месяце. Кроме автомобилей, заметно выросли поставки автозапчастей из Японии в Россию на 27%. Большую часть импорта составляют подержанные автомобили с правым рулем. Ранее стало известно, что в прошлом месяце в Россию из разных стран было ввезено 112 тысяч новых легковых автомобилей. Это рекордный показатель за месяц за последние 12 лет. Активный рост продаж эксперты связывают с желанием потребителей успеть приобрести автомобили до повышения цен, вызванного увеличением утилизационного сбора с 1 октября. Также недавно появилась резонансная новость. Власти Японии уточнили санкции против России и разрешили экспорт так называемых мягких гибридов. Согласно данным издания, запрет якобы снят для ряда моделей, включая Honda, Nissan, Suzuki, Mazda и Mitsubishi. Мягкий гибрид – это технология, при которой двигатель внутреннего сгорания дополняет стартер генератором. Такая установка увеличивает момент и мощность в отдельных ситуациях, например, при разгоне или старте. Однако эти новости не соответствуют действительности полностью. С августа прошлого года действует запрет на поставки любых гибридных автомобилей из Японии в Россию, и официального его отмены не было. Тем не менее, одна из крупных транспортных компаний около месяца назад начала ввозить в Россию мягкие гибриды. Речь идет о компаниях, занимающихся доставкой автомобилей, уже прошедших таможенное оформление в Японии. В настоящее время другие шиппинговые компании ожидают официальных разъяснений от японских таможенных органов. Как отмечают эксперты, дальнейшая возможность импорта мягких гибридов зависит от итогового решения, которое будет принято в ближайшие дни. Напишите в комментариях, как вы относитесь к правому рулю. Ну и обещанная мною шутка. Помните, что будет все хуже, пока не станет лучше.